Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл своих передач о героическом эпосе кыргызского народа Манаси. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта великого сказителя Манасчы Сагынбая Оразбакова был написан пятитомный роман, эпос в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи в своем интернет-сайте по адресу epos-manas.com. Кто желает, может приобрести там мои произведения. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу читать свой роман. Глава 8. Победа Манаса над ханом Кайыпом. На 19-й день отдыха в Дукане кыргызы оказались в сложном положении, когда калмаки напали на город с многочисленной армией. Большая часть воинов была взята Кошоем, чтобы захватить другие города вблизи Дукана. Не выдавая этого, кыргызы разделили свое войско и решили оказать врагу упорное сопротивление. Сначала 50 тысяч воинов Кокчо вступили в сражение с врагом. Они укрылись в городских домах. Выборочно стреляя в калмаков, блокируя дорогу, отгоняя их назад с улиц и показывая свою малочисленность, отбрасывая врага от города, казахи днем и ночью отважно защищались. На рассвете следующего дня настала очередь Урбу схлестнуться с врагом. Его воины также яростно сопротивлялись китайцам и не дали им войти в город. Когда они ушли на отдых, заменившие их войска джамгырчи заблокировали улицу, завязали бой с калмаками и отбросили врагов назад. На 4-й день вступил в бой отряд Вакая и сражался до вечера, не давая китайцам войти в город. В 6 часов следующего дня на помощь калмакам пришли 400 тысяч воинов во главе с рослым, широкоплечим, смуглым богатырем Дагоном. Не только враги, но и его воины робели от свирепого вида калмака, носившего синий шлем и облаченного в синий панцирь. Дагон для пущей важности носил широкий черный пояс, украшенный драгоценными камнями. На него китаец повесил длинный острый меч с золотой рукояткой. Незадолго до них калмакам на подмогу подоспел 13 тысячами воинами Кайып, правитель города Дангу. Дагон пошел его большой желтый шатер, установленный на высоком холме, чтобы поприветствовать хана. «Мой хан», — сказал он среднего роста светлолицому, скуластому Кайыпу, — «если не выиграем сражение у Манаса, грош нам цена, ибо кыргызы взяли Дукан вместе с пригородами и пленили всех девушек и молодух». «Эта новость дошла и до меня», — печально ответил Кайып, одетый в красный шелковый халат, черную тюбетейку, красные сапоги. «Возьми командование армии на себя и веди всех в бой сам. Чанту полностью уничтожили 300-тысячный Дукан и убили хана Дурова. И Семкан, на которого мы надеемся, далеко. Правитель Индистана в 3-месячном пути. Россия еще дальше. Не осталось никого из ханов, чтобы править людьми. Нет никого, кто мог бы остановить мусульман Хорасона и Аспана. Я боюсь этого.
Услышав это, Дагон с удивлением посмотрел на хана Каипа, на указательный палец правой руки которого красовалось золотое кольцо с бриллиантом. Что случилось с ханом? Неуютно почувствовал себя Дагон. Почему он боится малочисленных кыргызов, когда у нас так много народа? Даже если Манас победит сейчас, разве всем не ясно, что впоследствии мы запросто одолеем его? Сначала Дагон в сердцах хотел открыто выразить свои мысли Каипу и осадить его, но потом отказался от своего намерения. Нет, подумал Дагон, не надо ругаться с Каипом и портить отношения. Все-таки он хан. Если Каип рассердится, пожалуется Исенкану, мне не сдобровать, ибо я простой военнослужащий. Ворон не выклюет глаз ворону. Если поссорюсь с Каипом, Исенкан примет его сторону, а не мою. Все эти гады одного поля ягода. По этим причинам Дагон отказался грубо разговаривать с Каипом. Не надо так расстраиваться и печалиться, мой хан, не выдавая себя, вежливо проговорил он. Когда воины, лошади отдохнут, я найду способ выйти из этого положения. Пусть будет так, как ты говоришь, обрадовался Каип, находившийся в подавленном состоянии. Две рати не посмели сходу напасть друг на друга, поэтому в тот день все отправились на отдых. На следующее утро ситуация резко изменилась. Когда Кошой услышал, что монах находится в сложном положении, он пришел на помощь по северной Дагалакской дороге. С развивающимися знаменами, под пронзительным звуком труб и флейт, Кошой занял позицию позади китайских войск. В результате китайцы остались под угрозой окружения войсками Манаса и Кошоя. Понимая это, китайцы поспешно созвали встречу в палатках Каипа, где обсудили свои дальнейшие действия. «Откуда они набрали так много войск?» – задумчиво произнес Дагон. «Это примета того, что настали гиблые времена», – опечалился Каип. «Кыргызы, которые раньше боялись голову поднять, теперь нападают и разносят нас в пух и прах. Если мы не выйдем сейчас в степь, будем окружены и умрем поганой смертью». «Вы правы, повелитель», — хмуро ответил Дагон. «Если не отступим сейчас, то погибнем. Могу ли я отдать такой приказ воинам, повелитель?» «Да», – коротко ответил Каип. После этого Дагон выступил перед воинами. «Воины», – сказал он, – «седлайте лошадей и выходите в степь». Следуя приказу, китайцы поспешно сели на коней, положили на плечи красные флаги и синие копья. Выйдя в открытую степь, где буйно росла зеленая трава, они устроились на ночлег. А воины Манаса и Кошоя готовились к бою в течение 3 дней в Дункане. После этого они вышли из города, подошли к китайцам и встали напротив них. Согласно военной традиции, враги сначала сразились на поединках парами. После этого Дагон повесил винтовку на шею и вскочил на коня, шепча про себя «Дангу! Дангу!», выкрикивая имя своего отца, бросая клич, он выскочил на поле битвы, словно зимний верблюд. В одной руке Дагон держал лук такой же толщины, как талия быка, а в другой копье 60 саженей, конец которого был сделан из чистого золота. Кроме этого, на поясе Дагона висел длинный меч с золотой рукояткой. «Если ты богатырь, иди сюда!» – заорал китаец.
нечестивые, малочисленные кыргызы, если я закричу, вы подохнете. Подходите ко мне, кто хочет умереть. Ваша смерть, по которой вы соскучились, находится в моих руках. Услышав это, Кошой громко обратился к войску. Ребята, взбесившийся китаец вызвал вас на поединок. Кто выйдет против него? Кыргызы пугливо посмотрели друг на друга. Они понимали, что тому, кто выйдет против Дагона, не забровать. Никто не пойдет против него, если только ему не надоело жить. Поняв, что только Манас может противостоять Дагону, богатыри пошли к нему. Без слов поняв их мысли, Манас криво усмехнулся. Богатыри, почему вы толпой пришли ко мне? Спросил он. Мы не знаем, кого отправить на поединок против Дагона, ответил Кошой, смущенно уставился на землю. Что, богатыри, с горечью проговорил кровопийца, решили, что пускай Манас погибнет, лишь бы самим уцелеть? Нет, это не так, поспешно ответил Кошой. Мы поняли, что никто из нас не может совладать с Дагоном. Если ты не победишь, никто не сможет одолеть его. Ладно, зло ответил Манас. Если вы так захотели, я пойду к подлецу. Подайте мне верного коня. Уязвленный богатырь сердито поднялся с места. Повесив на себя оружие, оседлав акулу, бросив клич Манас, он вышел на поединок. «Где ты, Дагон?» — крикнул Манас Калмаку. «Что это ты хорохоришься, болтая разные глупости? Если ты богатырь, смело атакуй меня». «Атаковать? Так атаковать!» — дерзко ответил Дагон. Когда богатыри пришпорили своих коней, поскакали навстречу друг другу, воины начали их шумно подбадривать. Воодушевленные такой поддержкой, Манас и Дагон, достигнув середины Майдана, уставившись друг на друга, крепче прижали губы и бросились в атаку с копьями наперевес. Оба после этого удержались в седле и проскакали дальше. Повернув обратно лошадей, богатыри снова схлестнулись, как бараны, но не смогли одержать верх. После этого они бросили копья на землю и схватились за палицы. Изловчившись, Дагон первым ударил Манаса по голове. Манас отбил удар щитом и, в свою очередь, ударил Калмака палицей по темени. Дагон также укрылся щитом и остался жив. Он выпрямился и изо всех сил ударил Манаса мечом, но богатырь увернулся. Затем богатыри начали биться на мечах. Не сумев победить, они зарядили винтовки и произвели выстрел, однако промазали. Перезарядив ружье, они снова выстрелили, целясь в лоб и голову. Когда пули задели их, многие подумали, что кто-то из них погиб. Однако, несмотря на то, что оба были ранены в голову, богатыри в приступе ярости начали схватку на конях. «Давайте разнимем их», — сказали два калмака, и верхом поскакали богатырям. В ответ сотня кыргызов во главе с Кошоем также помчалась к ним, что невероятно напугало Кайыпа. «Боже мой!» — заорал он. «Как бы киргизы не убили Дагона! Всем в атаку!» Сказано, сделано. Следуя приказу, сотни тысяч китайцев кинулись на кыргызов. «Бог проклял китайцев!» — испуганно воскликнул Бакай. «Атакуйте их!» Две армии перешли в наступление, началась ожесточенная битва. Наступила темная ночь, и враги не видели ничего кругом. Они кололи друг друга, рубили и стреляли. Поднимая пыль до небес, враги неистово сражались. Большая часть подолов была изношена. Седла поистерлись,
губы потрескались, а груди помялись. У одних воинов были выколоты глаза, а руки и ноги отрезаны. У других разбиты головы и изодраны губы. Кровь воинов лилась рекой, а трупы погибших валялись на дороге, путаясь под копытами разгоряченных коней. Убитых лошадей было еще больше. Вокруг стоял невероятный шум и гам. Оставшиеся без хозяев кони с обезумевшими от ужаса глазами скакали туда-сюда, оглашая поле боя громким, испуганным ржанием. В такой обстановке, изрыгая проклятие, враги бились до самого вечера, пока не наступила темнота. Но увлеченные борьбой Манас и Дагон даже не заметили, что началась битва между двумя армиями. Не отпуская друг друга, они отделились от войск. Истекая кровью, богатыри продолжили схватку. Раздраженный тем, что не может победить врага, от гнева и ярости Манас почти ослеп и оглох. Изо всех сил хлестнув Аккулу, он схватил Дагона за пояс и вырвал из седла. Покрутив в воздухе, он кинул Дагона вниз. Калмак грохнулся об землю и тут же испустил дух, валяясь в луже собственной кровью. Ох, тяжело вздохнул Манас. Дагон, оказывается, действительно сильный богатырь. Он отчаянно сражался, не щадя ни себя, ни меня. Слава Богу, что мне удалось победить его. Довольный собой, богатырь взял коня Дагона и к полудню вернулся к своим войскам. «Магарыч, добычу мне, богатырь! Магарыч!» прокричал вышедший ему навстречу Тоштук. Манас отдал ему коня Калмака и бросился в бой. Он стал громить китайцев, рубя их направо-налево. Это увидел Каиб, облаченный в синий панцирь и возглавлявший 40 тысяч воинов. С криком «Лайлам Аллаху!» он атаковал копьем Манаса, незаметно подъехавшего к нему. Манас схватился за конец протянутого копья, вырвал его, поскакал к своим воинам. Пытаясь вернуть оружие, Калмак стал преследовать богатыря и не заметил, как оказался в гуще рати кыргыза. Бакай, узнав Каипа, ударил его копьем в бок, отчего разгордевшегося Калмака как ветром сдуло с огромного черного коня на землю. Не давая Каипу подняться на ноги, Чалдыбай, сын Кульдура, взял его за правую руку, а Абдильда Балагур за левую руку. Они вдвоем, словно туша козла на козлодране, утащили Калмака вглубь кыргызских войск. Китайцы, потерявшие Дагона и Каипа, упали духом и вечером прекратили сражение. На следующий день, при свете дня, стало ясно, что враги понесли тяжелые потери. Трупы воинов, лежавших друг на друге штабелями, казалось, заполнили всю степь. 3700 кыргызов были убиты, а число погибших китайцев не поддавалось подсчету. В результате этого обе стороны, прекратив бой, занялись поиском трупов и их похоронами. Когда стемнело, китайцы снова расстроились и стали горевать. Мы потеряли хана Дубуро, принцев, других наших руководителей и богатырей. Что же нам теперь делать? Как нам выжить? Кричали они с опухшими от слез глазами. С горя выпив воду из кислого кефира, они слезли с лошадей и от отчаяния стали плакать навзрыд, катаясь по черной земле. На следующий день, когда рать кыргызов во главе с Кошоем и Манасом под барабанный дробь добралась на место сражения, растерянные, измученные, оставшиеся без руководителей китайцы
стали отступать в направлении гор Ималая. Кыргызы догнали их. Убив тех, кто отстал, они забрали их лошадей. Старики кыргызов подкляли горячих, дерзких юных воинов. Не бравируй, не лезь вперед, не высовывайся, наставляли они младших товарищей. Удираешь его врага, и баба может победить. И если вы случайно, преследуя китайцев, окажетесь в их гуще, зазря погибнете от стрел. Не в силах противостоять натиску кыргызов, китайцы покинули город Тукан и с 200-тысячным войском бежали к горе Асрон-Маймун. И 400 тысяч китайцев, выступивших в поход, домой вернулась только половина. Бывший среди них сын Каипа объявлял всем: мой отец погиб. Я сам видел это. Спасаясь от преследования, китайцы пересекли высокую гору, можжевелевыми лесами и спустили в широкую долину. Видя плачевное состояние армии, местные жители от мала до велика, включая женщин и детей, в панике стали убегать от наступавшего врага. Они оставили свои отстроенные дома, выращенное зерно, скот на пастбищах, лошадей на конюшнях. Вся земля Ималая погрузилась в глубокое горе. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.